Есть символы, которые настолько известны, что мы уже даже не задаем вопросов, зачем и почему. Биг Бен – это часы. Голливудская вывеска – это кино. Статуя свободы – Америка. Эйфелева башня – Пари. Все понятно, да? А вот и нет. Потому что у каждого из этих символов есть странная деталь или история, о которой обычно не думают. Биг Бен на самом деле не то, о чем думает весь мир. Голливуд изначально был вовсе не про кино. Статую свободы строили не американцы, а Эйфелеву башню ненавидела добрая половина Парижа. К чему я? Мировые символы часто становятся собой не потому, что все было так идеально задумано. Иногда их спасает случай, ошибка, маркетинг, ну или чужой подарок. Да и просто люди привыкают к тому, что они постоянно видят это у себя перед глазами. Ну и уже не представляют, что может быть как-то по-другому. Давайте разберем символы, которые знает каждый, но истории которых намного страннее, чем кажется. Итак, Биг Бен. Вы знали, что Биг Бен на самом деле не Биг Бен? Почти каждый, кто слышит Биг Бен, представляет знаменитую башню с часами в Лондоне. Открытки, дождь, красные автобусы, британский флаг. Ну, все понятно. Но есть один нюанс. Биг Бен — это не башня. И даже не сами часы. Биг Бен — это огромный колокол внутри башни. То есть, самый известный символ Лондона назван в честь детали, которую большинство туристов даже никогда не видели. Сама башня долго называлась просто часовая башня Вестминстерского дворца. А в 2012 году ее официально переименовали в башню Елизаветы. Ну, в честь королевы Елизаветы II. Но народное название оказалось сильнее официального. Люди все равно продолжают называть вот всю башню Биг Беном. Хотя настоящий Биг Бен находится внутри и звучит только когда бьют часы. Представьте, вот весь мир узнает Лондон по башне, которую называют именем спрятанного внутри колокола. Это как если бы Эйфелеву башню называли не башней, а верхним болтом каким-нибудь. Но ведь именно так и рождаются легенды. А как появилась голливудская вывеска? Сегодня надпись «Hollywood» — это символ кино, славы, красных дорожек, больших премьер и мечты стать звездой. Вы думаете, ее специально поставили, чтобы обозначить столицу мировой киноиндустрии? На самом деле все началось совсем не с кино. В 1923 году, давно, на холмах Лос-Анджелеса установили огромную вывеску. И это было не Холливуд, это был Hollywoodland. Это была обычная реклама недвижки. Короче, риэлторы подсуетились. Да, самый известный символ кино начинался как просто рекламный баннер для продажи участков и домов в новом жилом районе. Огромные белые буквы должны были привлекать внимание покупателей и показывать: вот здесь строится престижное место для жизни. Никаких легенд о кинематографе тогда еще не было. Позже район перестал быть главным смыслом вывески. Последние 4 буквы Land убрали, и осталось просто Голливуд на английском, не на русском. К этому моменту рядом начинает расти киноиндустрия. Появляются студии, актеры, режиссеры, и вся вот эта вот киномашина мечты начинает функционировать. И вот ее теперь мы знаем сегодня как Голливуд. И вот ирония. Миллионы людей по всему миру видят в этой надписи символ славы, искусства и большого кино. Но это просто была реклама для продажи участков земли. Ну, короче, такое американское СНТ продавали. Почему самый известный символ Америки на самом деле вовсе не американский? Речь про статую свободы. Сегодня она стоит где? В Нью-Йорке. Кажется главным символом США. Свобода, демократия, вот эта вот вся мечта, иммигранты, Америка. Но сама статуя была подарком из Франции. Да, это один из самых узнаваемых символов США. И его создавали французы. Короче, свобода не была made in USA. Свободу буквально привезли в ящиках, и идея появилась во Франции в 19 веке. Короче, французы такие решили: нужно сделать подарок американцам к столетию независимости США и одновременно напомнить миру о ценностях свободы. Скульптором знаете, кто становится? Фредерико Бартольди. А внутренний металлический каркас помогает спроектировать Гюстав Эйфель. Да, тот самый чувак, который подарил нам Эйфелеву башню. И вот интересный момент. Статую сначала собирали во Франции, показали публике, потом ее
Ее разобрали на части, упаковали в коробки, как на Алике, и отправили через океан в Америку. Да, Франция подарила саму статую, но она не подарила пьедестал. И вот тут началась проблема. Денег не хватало. Проект буквально спасали пожертвованиями обычных людей. Газеты собирали деньги. Люди отправляли кто сколько может. Иногда совсем небольшие суммы. Получается, что статуя свободы — это не просто подарок Франции и Америке. Этот проект, который достраивали буквально всем миром. Возможно, именно поэтому статуя свободы стала таким сильным символом. Она не про одну страну, а про идею, которую разделили многие. Кто придумал Эйфелеву башню? Кажется, что это любимый символ Парижа. Романтика, Франция, круассаны, открытки и миллионы туристов. Но, когда ее только построили, многие парижане ее ненавидели. Эйфелева башня появилась в 1889 году для Всемирной выставки в Париже. Изначально она должна была быть временной конструкцией. Да, 300 метров. Конструкция временная. Вот эта вот вся временная конструкция показывала инженерную мощь Франции. Но для многих художников, писателей того времени, башня была не символом красоты, а железным монстром, уродом, который портит город. Против нее проводили публичные протесты, писали всякие письма. Да, короче, много чего делали, в общем, не хотели ее. А что сегодня? Сегодня люди летят в Париж ради Эйфелевой башни. А тогда вот часть парижской элиты мечтала, чтобы ее поскорее снесли. Разобрали, точнее, да? И угадайте, что ее спасло. Не искусство, а практичность. Ее начали использовать для научных экспериментов, радиосвязи и передачи сигналов. То есть символ романтики выжил, потому что оказался полезной антенной. И вот ирония. Главный символ Парижа стал легендой не потому, что его сразу полюбили, а потому, что его не успели снести.